Июль 96-го. Пресса разрывается от новостей. Люди сделали новый, огромный шаг в науке. Благодаря овечке Долли клонирования больше не было из области фантастики. Но удачный опыт стал поводом для еще большего количества слухов и сплетен, под которые, конечно же, первыми попали публичные личности. Привет, я Надин, и сегодня мы продолжим рассказывать ваши любимые истории о необычном и загадочном. А именно расскажем о двойниках звезд. Но не просто о подражателях, а о тех, как считает большое количество людей, кто полностью заменил человека. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Феномен поп-музыки наших дней бесспорно Тейлор Свифт. Ее популярность достигла такого масштаба, что любое действие становится историей. Тейлор выпускают новую музыку, в чарты и за наградами другим можно и не приходить. Тейлор начинает встречаться с футболистом, американский футбол становится интересен для всего мира. Тейлор выходит с блестящими веснушками, продажи компании на следующий день вырастают на 2500%. Но есть и обратная сторона. Обзавелась Свифт не просто хейтерами. Ее начала ненавидеть целая партия, которая и распустила поток теорий. Ничто не предвещало, что она достигнет таких высот. Росла Тейлор в стандартной американской семье, выступала в школьном театре и брала уроки вокала. Вдохновившись Шанией Твейн, Пэтси Клайн и Дикси Чикс, Свифт выбрала кантри и начала выступать на фестивалях и мероприятиях своего города. В 11 вместе с матерью Тейлор отправилась в студии звукозаписи Нэшвилла, но абсолютно все отказали ей. После чего она решила, что в следующий раз поедет туда уже со своей собственной музыкой. 2 года спустя она подписала контракт с RCA Records. В октябре 2006-го вышел ее дебютный альбом. Тейлор серьезно приступила к работе. С каждой новой пластинкой ее влияние становилось все больше. В 2014-м Свифт отошла от кантри-звучания и выпустила свой первый поп-альбом 1989, который имел оглушительный успех. Но успех начался и у теорий заговора. Все чаще и чаще Тейлор начали сравнивать с Зиной Лавей, дочерью основателя церкви сатаны Антона Лавея. Согласно теории, Зина начала опасаться за свою жизнь и решила создать своих клонов, чтобы в случае своей гибели переселиться в один из них. В период с 87 по 89 из ее ДНК выращивали тех самых клонов, и Тейлор как раз является одной из последних. Певица родилась 13 декабря 89-го. Откуда появились опасения Зины? С 85 по 90 Лавей была верховной жрицей церкви сатаны и стала ее первым официальным представителем, который выходил с защитой и отвечал на бесконечный поток обвинений и каверзных вопросов. В 90-м Зина отреклась от церкви, разорвала все связи с отцом и начала формирование своего собственного движения. Но исходя из теории, сатанизм никуда не исчез, и его последователи стали те самые клоны. Разбирая детально новые образы и песни Тейлор, конспирологи пришли к выводу, что Свифт явно питает симпатию к Люциферу. Она дала одному альбому название Red, в своих интервью делилась, как сильно любит цифру 13, а в пластинке 1989 отчаянно пыталась подчеркнуть, что она родилась обычным способом, из утробы матери, а не из пробирки в лаборатории. В ход пошли и убеждения о том, что выпуская откровенно слабые песни и не имея внушительных вокальных данных, популярность Тейлор безумна. И появилась она неспроста. Только те, кто продал душу дьяволу, способны достичь таких результатов. Последний нашумевший Eras Tour лишь добавил поводов. Во время исполнения трека Willow Свифт появлялась на сцене в черной мантии в окружении таких же последователей, что сочли за ритуал. А замкнувший экран на одном из концертов показал истинную сущность, и что Тейлор на протяжении всего концерта занималась тем, что вводила людей в транс и призывала их к поклонениям сатане. Одна из поклонниц, посетившая концерт, затем поделилась с журналистами, что не помнит ни одного номера, словно ее и не было на этом стадионе. Девушка потратила порядка $11 000, чтобы попасть на концерт, который далее просто не могла вспомнить. После этого появились и другие, кто рассказывал похожие истории, что привело к термину «тейлормнезия». Люди настолько уходили в транс, что их память стиралась. И еще одного клона Зины нашли на Tumblr. В подписи ниже было сказано, что девушку зовут Бекки, и на одной из вечеринок она скончалась от передозировки. Другой пользователь ответил, что это Тейлор, но автор подчеркнул: нет, это Бекки.
Свифт решила показать свое чувство юмора и появилась в футболке, которую украшала данная фраза. Но чувством юмора наделены не все. В Инстаграм завирусился большой пост, где всех уверяли, что звезд определенно клонируют. И занимаются этим, естественно, иллюминаты, чтобы те продолжили осуществлять их зловещие планы. Вот только непонятно, как Тейлор со своими песнями о любви и переживаниях все это время несла сатанизм в массы. Ладно, Мэрилин Мэнсон, тут вообще никаких вопросов. Но Свифт? Какой-то новый уровень скрытых смыслов выходит. Но вот что точно не было скрыто, так это то, кто стоит за этими теориями. Тейлор перешла дорогу республиканской партии, которая славится своей страстью к мистическому и загадочному. На всю страну в эфире Fox News ведущие вещали, что роман Свифт с Трэвисом Келси – не что иное, как хорошо спланированный ход их конкурентов, дабы люди отвлекались от реальных проблем и обсуждали, что им в принципе не нужно. На одном из аукционов сторонник партии за $4000 купил гитару с автографом певицы и на глазах у всех разбил ее. Также были заголовки о том, что Тейлор помогает Пентагону сфальсифицировать те или иные результаты в пользу демократов, которые в итоге назвали абсурдностью, поражающей воображение. Ну а про ситуацию с прошедшими выборами можно писать отдельную историю. Большего поклонника, чем Дональд Трамп, у Тейлор точно нет. Их битва была отдельным видом искусства. Ну как их? Попытки Дональда всеми силами обратить на себя внимание. В своей книге он написал, что находит Тейлор очень красивой и талантливой, но был удивлен, что девушка, исполняющая кантри, оказалась на стороне иной партии. Затем он постил фотографии, что свифтисты поддерживают его, но большая их часть была сгенерирована. Неоднократно в предвыборной гонке звучали треки Тейлор, хотя ее окружение настоятельно просили не использовать их без согласия артиста. Представители партии называли ее бездетной кошатницей, а сам Трамп писал агрессивные твиты о ненависти к Свифт. И что, вероятно, она заплатит цену за поддержку Камалы. Чем же закончится эта история, нам остается лишь ждать. Аврил Рамона Лавин запела буквально с пеленок. В 2 года родители заметили, что ее привлекла песня «Jesus Loves Me», которую маленькая Аврил распевала вместе с ними. Став старше, она начала петь без умолку, из-за чего над ней постоянно издевались брат и сестра. Но мама была уверена, что в их доме родилась настоящая звезда. Чтобы поддержать ее музыкальные интересы, отец купил микрофон, ударную установку, клавишные и несколько гитар, а их подвал превратил в студию. Аврил начала выступать на местных ярмарках и различных мероприятиях. В 1999-м Лавин выиграла конкурс и удостоилась чести выступить с Шанией Твейн в Оттаве перед аудиторией в 20 000 человек. В декабре этого же года ее заметил Клифф Фабри, который далее разослал кассеты с домашними выступлениями Аврил нескольким перспективным компаниям, среди которых оказались Arista Records. В ноябре 2000-го Лавин подписала свой первый контракт на сумму $1 250 000. Девушка бросила школу и отправилась записывать свой дебютный альбом. В июне 2002-го мир услышал «Let's Go». Зажглась новая оторва, которая с порога заявила, что ее не интересуют все эти ваши девчачьи штучки. Пластинка стала настоящим бестселлером, а Аврил моментально превратилась в кумира миллионов. Бесконечное внимание, туры, съемки, Лавин работала на износ. В мае 2004-го вышел второй альбом, в 2007-м третий, в 2011-м четвертый. И тут-то начали расползаться теории и догадки. С каждой новой пластинкой Аврил становилась все больше и больше девчачьей. Тот образ, который она постоянно критиковала, что она не дива, никогда ею не станет, полностью окутал ее. И вот в 2011-м в одном из бразильских блогов появилась очень большая статья, в которой детально описывалось то, что настоящий Лавин нет с нами вот уже как целых 8 лет. А на ее место сразу же нашли двойника. После этой статьи некоторые начали подмечать, что теория живет гораздо дольше, и дотошные поклонники начали замечать, что с Аврил что-то не так еще в 2005-м. Согласно данной теории, Лавин очень быстро сгорела. Успех альбома оказался настолько сильным, что она не смогла справиться с давлением и всем тем вниманием, что возникли вокруг нее.
Далее появилась информация, что за несколько часов до очередного концерта Аврил сообщили, что скончался ее любимый дедушка. Известия шокировали Лавин, но она не отказалась от выступления и вышла на сцену, где ее несколько раз видели в слезах. После этого она решила поехать домой и побыть с семьей, но дома никого не оказалось. Родителям якобы было все равно на нее, и поддержку она видела лишь со стороны дедушки. На эту мысль конспирологов натолкнули строчки из песни «Mobile». Аврил впала в сильную депрессию и решилась на отчаянный шаг. Но для лейбла она стала новой курицей, несущей золотые яйца, и терять такие огромные деньги было нельзя. На депрессивную сторону создателей теории увела песня «I'm with you». Мир, ничего не подозревая, продолжил слушать Аврил Лавин, но вместо нее начала выступать Мелисса Ванделла, которая до этого была нанята ради отвлечения папарацци. Существование Мелиссы вполне могло быть реальным. Многие звезды в те годы нанимали своих двойников, чтобы хотя бы немного побыть в тишине и подальше от агрессивных фотографов. Видя, насколько настоящая Лавин устала, продюсеры решили, что рисковать не нужно, и Мелисса понемногу начала работать в студии над новой пластинкой, отрабатывать голос и поведение. После случившегося все просто стерли какую-либо информацию и продолжили работать. Но клонирование людей, к сожалению или к счастью, тут выбирайте сами, недоступно и по сей день. Поэтому заменить человека полностью невозможно. Вот и люди, собирающие теорию, нашли нестыковки в виде исчезнувших родинок, родимых пятен, прыщиков и даже сантиметров роста. Если до этого оригинальная Аврил была 158 сантиметров, то Мелисса оказалась всего 155. Если думаете, что это все, далеко нет. Нестыковки нашли и с носом, губами, лбом и цветом глаз. У Лавин внезапно изменился автограф, а в лайвах она перестала вытягивать песни из первого альбома, потому что голос не подходил и не справлялся с тем, что было в оригинале. Ну а главное, Аврил стала той самой красоткой, которых она всегда презирала, а новые поклонники стали называть ее дивой. Старая Аврил говорила, что никогда не покажет свое тело, но внезапно появилась фотосессия для Максим. Старая Аврил говорила, что никогда не будет выступать с танцорами. У новой все изменилось. Старая Аврил оторвой была в любую минуту своей жизни, будь то улица или красная дорожка. Новая стала сиять в утонченных платьях и делать изящные укладки и макияж. Но вот только Мелиссе было стыдно, что она заняла чужое место, и девушка начала оставлять подсказки, из которых состоял весь второй альбом «Nobody's Home, My Happy Ending, Together». В каждой из песен нашли те или иные зацепки того, что настоящей Аврил больше нет. Ну а еще одним главным моментом стала обложка альбома. Имя исполнительницы было написано черным цветом, символизируя траур по певице. Новая Лавин также предстала миру черно-белой с красным крестом на плече. И название Under My Skin, написанное красным цветом, натолкнуло на мысли о крови и горе. А вся фотосессия к новому альбому выглядела грустной и болезненной. Также был сделан детальный разбор видео Nobody's Home, где конспирологов насторожило, во-первых, то, что у клипа было две версии, и в каждой из них какие-то моменты были либо вырезаны, либо добавлены. Во-вторых, скрытые послания длиной в долю секунды, где нашли отзеркаленную надпись, подразумевающую, что новая Аврил – это зеркало старой, а также символы A+D, якобы означающие Avril plus Dead – Аврил мертва. Но больше всего взбудоражила фотография, где на руке Лавин красовалось имя Мелисса. Долгое время эта теория оставалась в узком кругу, но в 2015-м с подачи BuzzFeed она стремительно начала набирать популярность. И если до этого большинство смеялись и не воспринимали сказанное, после твита от журналиста теорию начали рассматривать всерьез. Важности этим словам добавили статьи в Paper Magazine и Vice. В 2017-м обычный школьник снова вернул теорию к жизни, расписав в своем твите, что же не так с Лавин. Сообщение получило более 250 тысяч ретвитов. Естественно, мимо Аврил это не прошло, и по сей день ей задают один и тот же вопрос – жива ли она? Лавин считает теорию смешной, что людям просто скучно и им нужно о чем-то поговорить. И была очень сильно удивлена, что такое огромное количество людей поверили в это. Еще одним моментом стало то, что создатель данной теории лично написал, что выдумал ее просто ради интереса, посмотреть, сколько людей в нее поверит.
Но даже после этих слов тысячи продолжили верить, что настоящей Аврил Лавин нет на этом свете. Вот только стали появляться другие теории, что в 2013-м Лавин погибла в результате несчастного случая на сноуборде. А также обратное, что в то время, когда певица заразилась болезнью Лайма, на самом деле настоящая Аврил жила счастливой, спокойной, здоровой жизнью, а с недугом боролась именно Мелисса. Сейчас с Лавин все хорошо, она продолжает выступать, записывать новую музыку и смеяться над этим глупым интернет-слухом. Майли Сайрус еще одна звездочка, чей путь был решен с пеленок. Она появилась на свет в семье Летиции Финли и кантри-музыканта Билли Рэя Сайруса. Крестной матерью Майли стала легенда кантри Долли Партон. Вся жизнь девочки вращалась вокруг творчества. В начале 2000-х Майли начала делать свои первые шаги в кино. Снялась в фильме своего отца и поработала с Тимом Бёртоном. Но настоящий успех пришел к ней после того, как Дисней утвердили ее на главную роль в сериале «Ханна Монтана». В 2006-м Сайрус официально получила звание «Кумир подростков». Ханна появилась везде. Майли успевала и сниматься, и рекламировать, и записывать музыку, часть из которой не относилась к сериалу, а была ее сольным творчеством. С 2010-го Сайрус начала отходить от образа любимицы подростков, выбирая другие роли, и выпустила свой третий альбом «Can't Be Tamed», где показала миру более дерзкое звучание. Дерзость Майли показала и Дисней. Те были категорически против нового образа, который далее стал лишь скандальнее. И тут-то и зародилась теория о том, что настоящей Майли Сайрус больше нет. Из-за ее начавшихся выходок студия решила от нее избавиться и заменить клоном. Если верить дальнейшему повествованию, то тело было найдено в пустыне с синяками на запястьях и шее. Эту теорию в прямом эфире озвучили на радиостанции KCAL, но уже на следующий день им пришлось извиняться за распространение сплетен. Далее некий Дональд Маршалл в июле 2013-го написал большой пост, в котором уверял всех, что лично общался с клоном Майли и пытался вразумить ее, что миру пора рассказать правду. Случилось это после того, как Сайрус выступила в центре клонирования. Мужчина также добавил, что работал с певицей, и дело дошло до прямых угроз расправы, когда он заявил, что больше не будет писать для нее песни. Маршалл не растерялся и ответил, что время обязательно придет. Люди узнают правду, и таких, как она, ждет инквизиция. Забавно, что данный пост появился после того, как Майли сама подлила масло, написав в Твиттере «Хотела бы я иметь машину для клонирования». Еще одной версией, почему Дисней решил избавиться от Сайрус, стало то, что она не хотела участвовать в ролевых играх с руководителями студии, и те решили заставить ее силой. Но все зашло слишком далеко, а соучастникам поначалу выставляли родного отца. Но в 2011-м Билли заявил, что с радостью бы стер все, что было связано с Дисней, лишь бы все были целыми и невредимыми. А в июле 2024-го всплыла запись, на которой Сайрус-старший оскорблял свою бывшую жену, далее переключившись на дочь, назвав ее дьяволом и еще многими нелицеприятными словами. И пока простые люди пребывали в ужасе от его поведения, конспирологи стали еще больше уверены в правдивости теории, что Билли потерял родную дочь и устал притворяться, что рядом с ним настоящая Майли. Но на этом теории вокруг клона не закончились. Сайрус шагнула в эру бэнгерс. Ту самую скандальную, с дикими танцами и шаром для сноса зданий. В причастности иллюминатов уверять планету стали не только конспирологи, но и публичные личности. В 2014-м вокалист группы Корн Джонатан Дэвис сказал, что, по его мнению, правительство США приказало Майли Сайрус действовать таким образом, чтобы отвлечь общественность, дабы Барак Обама смог принять законы, которые дали бы ему безграничную власть. Дэвис добавил, что администрация президента заставляла знаменитостей вести себя странно, чтобы общественность сосредоточилась на их выходках, а не на том, что происходит в политике. Вот только никаких сверхъестественных законов принято не было. А Майли просто откатала свой тур в поддержку альбома и начала готовиться к другой эре. Также активно начало вируситься видео, в котором говорилось, что не только Майли клон, а все звезды Дисней уже давно не являются настоящими. Люди, конечно же, снова начали верить и подозревать, как вдруг канал, который создал видео, лично написали, что оно было сделано также с целью повеселить народ. Но им теперь мало кто верил.
Дошло в итоге до того, что Дисней переплелись с Nickelodeon, и клон Майли в какой-то момент стал подменять Аманду Байнс, у которой с 2012-го начались проблемы. Пошли сравнения того, что на судебных заседаниях Аманда чаще всего появлялась в парике и очках. Конспирологов смутило то, насколько сильно та часть, которую было видно, похожа на лицо Майли. В итоге все пришло к тому, что Аманды также уже давным-давно нет, ее подменял клон Сайрус, а в конце концов людям выставили странного человека, который согласился испортить свое лицо у косметологов и дальше выдавать себя за Байнс. Вот такая вот теория в теории. Эрик Марлон Бишоп, известный всему миру как Джейми Фокс, смог добиться невероятного успеха и в кино, и в музыке. Несмотря на то, что биологические родители не участвовали в его воспитании, Джейми не отбился от рук и благодаря своей бабушке с самого детства был погружен в творчество и спорт. Фокс играл на фортепиано, пел и мечтал быть частью Dallas Cowboys. С 89-го Джейми стал выступать в качестве стендап-комика и сниматься в различных ситкомах. В 92-м Фокс дебютировал в кино, попутно занимаясь музыкой, и в 94-м вышел его первый альбом. 10 лет спустя, имея уже неплохой успех за плечами, Джейми получил настоящее признание. Вышел фильм «Рэй», где актер исполнил роль музыканта Рэя Чарльза, и за которую был удостоен всех самых престижных наград. Фокс стал одним из самых узнаваемых и востребованных актеров Голливуда. Его послужной список насчитывает десятки фильмов, несколько альбомов, пару скандальных случаев и разборок. Все в лучших традициях успешного человека. Но несмотря на свой звездный статус, публичные личности – такие же люди, которые сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Джейми не стал исключением. В апреле 2023-го его дочь сообщила, что актера экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. В подробности девушка вдаваться не стала, и окружение Фокса также хранило все в секрете. Никто не знал, что случилось с Джейми. В июле Фокс вышел на связь, и поклонники были шокированы. Актер был бледным и очень сильно похудел. Теория не заставила себя долго ждать. Многие начали распространять слухи, что настоящего актера больше с нами нет, а видео для поклонников записал клон. Как обычно, поверили в это огромное количество людей. Добавил огонька и один из последних проектов Джейми. В июне 2023-го Netflix представили комедийно-мистический триллер «Они клонировали Тайрона», где сюжет пытался раскрыть правительственный заговор клонирования людей. На защиту Фокса стал актер и рэпер Ice-T, написав в ответ на твит, в котором активно продвигали теорию, что люди скорее поверят в то, что Джейми теперь клон, чем в то, что он серьезно болен и, возможно, находится на пороге своих последних дней, а в конце своего сообщения посоветовал конспирологам вспомнить себя после даже обычной простуды. Пока команда Фокса продолжала молчать и учитывая, что до сих пор ни одна деталь загадочного недуга не просочилась в сеть, сделав очень много соглашений о неразглашении, таблоиды начали выстраивать свои доводы. Появилась информация, что некий источник сообщил, что у Джейми образовался тромб после прививки от коронавируса. Он привел к тому, что актер был частично парализован и ослеп. Тут представители Джейми уже не стали молчать и направили заявление, что данное сообщение не является правдой. В декабре 2023-го сам актер, находясь в добром здравии, со сцены Critics' Choice Association развеял все доводы и слухи. Начал Джейми с того, что с юмором отнесся к зародившейся теории, но сразу же расстроил конспирологов, заявив, что он не клон. Проблемы с ногами все-таки были. Поднявшись за своей наградой, Фокс эмоционально процитировал, что полгода назад и мечтать не мог, что снова сделает это сам. Сам поднимется на сцену, потому что какое-то время не мог ходить. Джейми также открыто дал понять, насколько серьезной была угроза здоровью. «Теперь я дорожу каждой минутой. То, через что я прошел, я не пожелаю даже своему злейшему врагу. У меня появилось новое уважение к жизни. Я видел туннель, но не видел света. Значит, мне нужно было вернуться». В какой-то момент молчание вышло из-под контроля. Некоторые люди написали, что я ослеп, но, как видите, глаза работают отлично. Они сказали, что я парализован, но я стою, заявил он со сцены. Далее добавив, что не выходил на связь и никак не освещал случившееся, потому что не хотел, чтобы его видели таким со всеми этими трубками и аппаратами. Джейми хотел, чтобы его и дальше видели веселым, улыбающимся и просто делающим свою работу. Что за недуг настиг актера, так и осталось тайной.
Но чем дольше звезды пытаются хранить что-то в тайне, тем больше все начинает покрываться мифами и слухами. Вот и бывший охранник Фокса дал новых поводов для сплетен. Он заявил журналистам, что ответственность за болезнь Джейми беспрекословно несет Диди, который пытался отравить актера, добавив, что Фокс также был в курсе этого и сразу же обратился в ФБР. Ну и еще, что Джейми якобы записал что-то лишнее, что не понравилось Комбсу, и дело дошло до драки. В заключение мужчина подчеркнул, что все это однажды будет в эфире, и все расскажут настоящую правду. О становлении еще одной легенды нулевых Эминеме рассказать можно очень много. Любое его действие приводило либо к сенсации, либо к громкому скандалу, который только подогревал интерес публики. Все свое детство Маршалл провел в переездах и бедности. Мать, которую соцработники часто называли подозрительной параноидальной личностью, растила мальчика в одиночестве, в обычном рабочем районе Детройта, где на весь квартал было всего 3 белых семьи. С юности Маршалл мечтал стать художником комиксов, но, открыв для себя хип-хоп, его планы изменились. В 14 Эминем начал читать рэп, посещая различные конкурсы, где было непросто. Ведь чаще всего он слишком сильно выделялся цветом своей кожи, и его не воспринимали всерьез. С конца 80-х Маршалл все серьезнее и серьезнее стал относиться к своим песням. Был частью нескольких групп и записал свой первый EP совместно с рэпером Пруфом. В 95-м Эминем подписал контракт с FBT Productions и выпустил свой первый альбом Infinity, который стал полной неудачей. Провал музыки, увольнение с работы, новорожденная дочь, Маршалл не смог вывести все и пристрастился к запрещенным препаратам, которые толкнули на необдуманный шаг. К счастью, все обошлось, но после этого на поверхность вышел Slim Shady. Он записал одноименный EP, который затем во время очередного конкурса передал стажеру Interscope Records. А далее кассета попала в руки Джимми Айовина и доктора Дре. Зародилась целая история. В 99-м вышел The Slim Shady LP. Скандальный, провокационный, нестандартный. Маршалла начали одновременно обожать и ненавидеть. К 2004-му Эминем стал одной из самых знаковых личностей рэп-музыки. Он ставил немыслимые рекорды в продажах и забирал всевозможные награды. Но многие начали замечать, что с музыкантом что-то не так. Поведение Маршалла стало странным, а сильный набор веса еще больше насторожил поклонников. И вот на какое-то время Эминем исчез. Причиной тому стала его экстренная госпитализация. Зависимости взяли верх. Мир почти потерял успешного рэпера. С 20 апреля 2008 Маршалл принял трезвый образ жизни. Но вот с выходом нового альбома вокруг него начали развиваться теории. Конспирологи выдали миру, что настоящего Эминема больше нет. И на его месте теперь клон. Пошли слухи, что он на самом деле не попал в реабилитационный центр, как утверждал затем, а что Маршалл погиб в автокатастрофе, которую устроили иллюминаты, после того, как он отклонил предложение вступить в их ряды. Поклонники, поверившие в эти теории, все больше и больше начали выискивать изменения, которые якобы подтверждали слова о том, что Эминем не Эминем. Изменение голоса, изменение внешности. И нет, не потому что человек стареет, не потому что он прошел через сложный период. Он клон, и это чистая правда. Вот некоторые из комментариев, что писали люди, верящие в теорию. Далее начали внимательно изучать тексты новых песен, где также не было настоящего Маршалла. Как было написано в одном из убеждений, звучание и смысл претерпели значительные изменения. В 2013-м Эминем сам навел суеты, чисто в прикол во время интервью изобразив, что его заглючило. Но какой же это может быть прикол? Нет, андроида просто-напросто заклинило, как было с Майли и Кэти, которая у нас следующая по списку. В 2016-м рэпер B.O.B. выдал порцию загадочных твитов, в которых утверждал, что клонирование людей существует уже много лет. И многие, конечно же, увидели в этом еще одно доказательство того, что Эминем теперь клон. А в 2019-м Том Макдональд выпустил целый трек, который так и назывался «Клонированные рэперы». В тексте он утверждал, что иллюминаты брали образцы костей для клонирования музыкантов, а затем сажали реальных за решетку, чтобы заставить их замолчать. Одним из имен, которые Макдональд упомянул, был Эминем.
Тут же вспомнили то, как Маршалл однажды хвалил Джей-Зи, которого конспирологи считают одним из действующих лидеров тайного общества, что посчитали очень странным. Ну и еще убедительных фактов выдали, исходя из внешности рэпера, которая как будто заморозилась, и он перестал стареть. И это потому, что роботы не имеют таких свойств. Что сказать? Пожелаем клону Эминема дальше не стареть и стать счастливым дедушкой. Вокруг Кэти Перри теории пошли гораздо дальше, и обычным клоном тут не обошлось. В принципе, все детство Кэтрин выглядит как одна сплошная теория. Росла она в строгой религиозной семье, где были весьма странные правила. Если верить книге Элис Хадсон, которая написала неофициальную биографию Перри, то детям запрещалось есть хлопья Lucky Charms, так как слово «удача» напоминало их матери о Люцифере, а также некоторые блюда должны были быть с измененным названием. К примеру, обычные фаршированные яйца в семье Кэти переименовались в ангельские. С музыкой и телевидением было также сложно. Перри в основном слушала госпелы, потому что другая музыка в целом не поощрялась в семье. Но Кэти хотелось узнать что-то другое, и она стала тайно привозить диски домой и прятать их. С подачи старшей сестры Анджелы Кэтрин также захотела петь. Тут родители против не стали и отдали девочку на уроки вокала, после чего до 17 лет она пела в церкви, где работали родные. В 2001-м Перри шагнула дальше, записав свой дебютный альбом, который был охарактеризован как современная христианская пластинка. Понемногу Кэти начала делать шаги в мир шоу-бизнеса. Работала с различными продюсерами, а в 2004-м подписала свой первый контракт. Но все это было довольно скромно. В 2007-м Перри стала частью Capitol Records и познакомилась с доктором Люком. Вот здесь и началась мировая популярность Кэти Перри. Дебютный сингл «I Kissed a Girl» взорвал все чарты, продажи и умы человечества. На нее накинулись и религиозная сторона, обвиняя в пропаганде нетрадиционных отношений, и ЛГБТ-сообщество, которые обвинили Кэти в билюбопытстве из-за того, что она встречалась с мужчинами, но пела о том, как поцеловала девушку, при этом в реальной жизни не объявляя о своей бисексуальности. Досталось Перри и от матери. В своей книге Мэри Хадсон откровенно написала, что ни одна мать не захочет смотреть на еле прикрытую грудь своей дочери. Часть ее сердца, цитирую, «вспорхнула ввысь». Другая разрывалась из-за нескольких тысяч голодных душ, которых кормили тем, что хорошо для плоти, но не для духа. Тысячами голодных душ Мэри назвала поклонников Кэти, которые в унисон во время выступлений пели вместе с ней. За следующие годы Перри добилась нереальных успехов, но с популярностью пришли и нелепые слухи. В начале 2016-го начала расползаться теория заговора о том, что совсем юная Джон Беннет Рэмси на самом деле не погибла, а выросла и превратилась в Кэти Перри. Новости о страшной гибели 6-летней Джон Беннет, любимицы публики, победительницы детских конкурсов красоты, встряхнула США в канун Рождества, в декабре 96-го. Эта история тоже очень загадочна, а то, кто же на самом деле решился сотворить все эти страшные вещи с ребенком, осталось нераскрытым. Но возвращаемся к Кэти. Согласно теории, многие начали отмечать безумное сходство между Джон Беннет и Кэти, и что Рэмси просто ушла в подполье, чтобы прожить обычную жизнь ребенка, вернувшись спустя годы в образе Кэти. Конспирологи сравнили все, начиная от бровей и заканчивая внешностью родителей. И даже выдвигали некоторые из песен Перри в качестве еще одного доказательства того, что она на самом деле Рэмси. Виновниками вновь выставили иллюминатов, но к ним еще добавились и масоны. Якобы кто-то из этих сообществ инсценировал гибель Джон Беннет, чтобы затем нажиться на прессе, а далее продвинуть Кэти к славе. Правды в это добавили слова Перри о том, что она польщена, что ее теперь считают частью общества, подчеркнув: «Я думаю, вы вроде как добились успеха, и если все думают, что вы в иллюминатах». Вот только была одна большая нестыковка. Когда Рэмси покинула этот мир, девочке было 6, а Кэти уже было 12. Спутать 30 и 35-летнего человека еще можно, но спутать 6-летнего ребенка с будущим подростком кажется очень сложно. Ну или же здесь было так. Джон Беннет повзрослела целиком и полностью в стороне от посторонних глаз. И Кэти Перри сейчас на самом деле не 40, а 34. Звучит как полнейший бред, ну да ладно. Верить во все человечеству не запретишь. В 2017-м Перри во время премии MTV VMA прокомментировала эту теорию.
Комик Билли Эйхнер сказал ей: «Моргни дважды, если ты на самом деле Джон Беннет Рэмси». Перри опровергла эту теорию, но им обоим досталось в социальных сетях за то, что они пошутили над гибелью ребенка. Но на этом теории вокруг Кэти не закончились. Во время своей резиденции в Вегасе Перри, так же как и Эминема Смайли, заглючила. Кэти забавно несколько раз пыталась вернуть свой глаз в строй, но он не хотел открываться. Клоны моментально ворвались в эфир. Если одни шутили, что у робота пропала связь с Wi-Fi, другие снова поверили слишком серьезно. Вспомнили еще и видео с другого выступления, где Кэти упала в обморок на сцене. Кто-то писал, что это часть шоу, кто-то, что хватит смеяться над человеком, которому стало плохо, а кто-то, что андроид отключился. Сама Перри к этой теории отнеслась с юмором и пригласила всех покупать билеты на ее концерты, чтобы воочию увидеть, как ее глючит. Ну и какой же это выпуск, если в нем не будет главного суетолога, законодателя безумных трендов, звезды любого скандала, что начинает твориться в Голливуде, легендарного Канье Уэста. Он в стороне от теории, конечно же, не остался. Детство Канье прошло весьма обычно. Он рос в окружении среднего класса с мамой, которая была заведующей кафедрой английского языка в Чикагском государственном университете. Уэст довольно рано почувствовал тягу к творчеству и в 5 стал писать свои первые стихи. В 3 классе увлекся рэпом, а в 7 написал свои первые музыкальные композиции, которые продавал другим. В 90-х Канье начал свою карьеру в качестве продюсера, где к 2000-му добился неплохих успехов. Его биты попали в альбомы Лудакриса, Алиши Кис и Джанет Джексон, и Уэсту стали приписывать, что он стал частью оживления карьеры Jay-Z, которая случилась в 2001-м, после альбома The Blueprint. Но вот только сам Канье желал выйти в свет, но лейблы не признавали его в качестве рэпера. В 2002-м Уэст попал в серьезную аварию, где сломал челюсть, и именно этот момент стал для него поворотным. Он понял, что хватит слушать людей вокруг, которые говорили ему, что делать, и начал записывать собственную музыку. Свой первый трек он записал с еще не до конца сросшейся челюстью. В 2004-м вышел дебютный альбом, наполненный провокационными треками. Ну а остальное уже история. 9 новых альбомов, брак с Ким Кардашьян, разборки с Тейлор Свифт и еще десяткам звезд и политиков. Успешные бизнес-проекты, ежегодные скандалы и даже намерение стать президентом Соединенных Штатов. Канье бесспорно стал одной из самых противоречивых личностей в мире шоу-бизнеса. Но с 2016-го поведение Уэста начало беспокоить поклонников. Вспышки агрессии, отмененные концерты, бессвязные высказывания, а потом и вовсе рэпер просто исчез из поля зрения. Фанаты стали понимать, что у кумира определенно проблемы с запрещенными препаратами. В этом Канье признался сам. Но вот конспирологи были уверены, что настоящего Уэста давно нет. За все его дерзкие высказывания элита мира политики решила от него избавиться. И перед публикой стал выступать клонированный шут, которым можно было управлять. Началось бесчисленное количество предположений, которые после фотографий, где Канье разгуливал по улице босиком, привели и вовсе к тому, что часть его фанатов стали уверены, что перед ними никакой не клон, а Господь спустился в его образе на землю. После своего возвращения на публику Уэст все чаще и чаще стал появляться в странных образах, где старался скрыть свое лицо. Канье стал сюрприз-гостем на концерте Трэвиса Скотта, где также спрятал лицо под платком. Сплетен о том, что это не Канье, стало еще больше. А один из приверженцев теории написал, что сам Е однажды сказал: «Если я исчезну и вернусь, это буду не я, и это может быть заговором». В 2023-м теорий о замене стало еще больше. Мир яро стали убеждать, что Уэст выглядит совсем иначе. Он внезапно стал выше, набрал вес, черты лица кардинально изменились, даже исчезли некоторые из татуировок. Кроме предположения, что в исчезновении Уэста были замешаны иллюминаты или другие тайные общества, появилась версия, что все гораздо проще. Оригинальный Канье решил исчезнуть из-за начавшихся юридических проблем вокруг его персоны. В неподобающем поведении его неоднократно обвиняли сотрудники. А в октябре 2024-го бывшая помощница подала иск, в котором утверждала, что Уэст во время совместной сессии с Диди подмешал ей в напиток запрещенные препараты, после чего воспользовался без согласия. Девушка также утверждала, что жена Канье, Бьянка Цензори, знала о происходящем и поощряла дикие фантазии своего мужа.
Сам Уэст в стороне от этих теорий не остался. Все в том же 2023-м рэпер обвинил Карди Би в том, что ее подбросили иллюминаты ради замены Ники Минаж. Канье жестко прошелся по Карди, заявив, что она не пишет рэп сама, а на сцене появилась для того, чтобы провоцировать всех на скандалы и специально заменить Ники. А про слухи вокруг себя Уэст в одной из песен зачитал «Смотрите, как они меня клонировали», лишь добавив тем самым поводов для слухов. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца, делитесь в комментариях своим мнением, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите, а мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.